Всем привет! Сегодня у нас актуальная тема. Многие стали мне писать и спрашивать, возможно ли, да, и как вообще отказаться от временной защиты, да, в Ирландии, то есть отказаться от ирландской временной защиты. Как это сделать, возможно ли это? Этот вопрос стал актуален, да, потому что с 9 сентября ввелись новые правила проживания для многих, да, украинцев, то есть теперь они начали получать пониженные выплаты, многих этот, как говорится, вариант, да, эти новые правила не устроили, и многие начали задумываться о переезде, да, а чтобы переехать в другую страну, нужно обязательно, конечно, обрубить все концы с той защитой, которая у тебя есть. И сейчас у многих, да, такие мысли либо вернуться в Украину, да, либо поменять страну проживания, то есть запросить временную защиту в какой-то другой стране. И чтобы это сделать, и чтобы одобрение было, да, максимально высокое, то вам нужно, конечно, отказаться от той защиты, которая у вас есть. Сегодня я вам покажу, да, сейчас я открою другую ссылочку, там у меня будет скриншот, и там будет пошагово написано, что вам нужно сделать, куда обратиться. Также все эти ссылки будут в моем телеграм-канале. Вы подписывайтесь на него. Называется он «Моя ситуация», да, «My Situation». В описании к этому видео будет ссылочка. Переходите, там у меня много актуальной и полезной информации про Ирландию. Также вы там можете мне написать в личное сообщение, да, связаться со мной. Пока мы не продолжили, попрошу каждого подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Если вы уже отказывались, да, от защиты, напишите свой опыт, правильно ли я все рассказал, указал, либо есть в этом, да, протоколе об отмене какие-то нововведения, да, либо какие-то дополнения, вы можете меня поправить, да, и дописать свой опыт в комментариях, а я потом в описании к этому видео, если что-то у меня не так, да, либо что-то я неправильно там указал, либо какой-то, да, протокол изменился немножко, то я допишу в описании ваши, да, изменения, которые есть сейчас. Я говорю о том, как процедура происходит, да, ну, в данный момент. Все меняется каждый день, понятное дело. Первое, что нужно сделать тому человеку, который хочет отказаться от временной защиты в Ирландии, это, конечно, подать, да, можно два вида. То есть вы можете подать личное заявление, либо подать заявление онлайн. Э, я бы советовал, конечно, всем лично приезжать и подавать заявление лично. То есть это в Сити Весте. Вот адрес есть, пожалуйста, Сити Веста. Я думаю, все, большинство через него прошли, да. Также есть отделение в Корке. Там тоже можно отказаться от временной защиты. Вы приезжаете, и вам дают, да, заполнить бланк о том, что вы добровольно хотите отказаться от временной защиты. Там, как говорится, вводить все элементарно. Это фамилия, имя, дата рождения, PPS, адрес проживания и номер, да, вашего желтого листа. То есть у каждого желтого листа еще есть свой номер. Э, Ничего сложного в этом нет, да, то есть вам там помогут. В Сити Весте есть переводчики, то есть, которые разговаривают на украинском, на русском языке, то есть с этим никаких проблем нет. Онлайн отправка, да, то есть вы по электронной почте, вот на вот эту вот электронную почту отправляете, просто пишите обычную, да, там, формулировку: «Добрый день, такой-то хочу отказаться от Temporary Protection, да, от временной защиты в Ирландии». И сразу берите, предоставляйте, да, документы, то есть там скрин отсканированный, да, ваш загранпаспорт, ваш PPS, да, номер и ваш желтый лист, да. Также можете, если вы там сами снимали, да, жилье, либо у вас есть какая-то бумага, где вы проживали, подтверждение вашего адреса, тоже предоставьте. Отправьте и потом ждите ответа. Обычно это все быстро происходит, то есть в течение недели вам ответят. Если вы подадите, да, заявку при личной встрече в Сити Весте, то это будет намного быстрее. Следующий этап, да, и главное, это вас потом попросят, да, прислать вам оригинал вашего желтого листа, да, то есть Департамент юстиции попросит вас, чтобы вы отправили оригинал этого листа по почте. То есть вы отправляете, и после этого уже вам идет ответ, да, с подтверждением о том, что защита все отменена. То есть защита может быть отменена только по причине того,
если вы вернете желтый лист. Если вы его не вернете, то защиту не закроет. В базе данных вы будете числиться, пока у вас на руках лежит ваш желтый лист. Как вы знаете, защиту уже продлили, да, в Евросоюзе до 26 года. Но каждая страна еще отдельно, да, продлевает у себя. То есть, в смысле, голосует. И Ирландия пока не продлила до 26 года. Она, как всегда, например, там подождет, да, уже Крисмаса или после Крисмаса, то есть уже в 25-м начале продлит, понятно, до 26-го. Все страны Евросоюза обязаны это сделать. То есть, по факту, срок действия, да, желтого листа у него такой, какая, ну, по времени, сколько длится временная защита. То есть, получается, 26 года, до марта. То есть, неважно, что там у вас написано, вы знаете, что он у всех там, да, была дата на год выдавался, он как и ARP-карточки поначалу, но потом ARP-карточки уже можно обменивать, да, потому что все-таки это официальный документ, и многие люди, многие ирландцы, когда ты там устраиваешься на работу, показываешь свою карту, да, они недоумевают, как это у тебя просроченная, как ты не имеешь права на работу тогда. И потом уже поначалу говорили, что они действительно, не нужно их обменивать, но теперь уже стали люди обменивать их. То есть украинцам сейчас, чтобы обменять ARP-карту, это абсолютно бесплатно. Желтым листом все по-другому, сказали, что их менять не нужно, они как бы работают до конца временной защиты. И получается, что не карточка там ARP или другие какие-то там карты, да, вот эти там PSR карточка, это ничего не идентифицирует у вас. Идентифицирует у вас это желтый лист, главный документ во временной защите, да, в Ирландии, это желтый лист. То есть даже нам, когда мы его получали, нам говорили, обязательно его сфотографируйте, отсканируйте, а лучше вообще там заламинируйте, не дай боже, вы его потеряете, восстановить его никто вам не будет восстанавливать. В прямом смысле он выдается в одном экземпляре. Вот такая вот фишка, не знаю, как кому говорили, нам так сказали. То есть мы их там держим в папочке, в файлике, все, чтобы они лежали аккуратно. И получается, как только департамент юстиции получит ваш желтый лист, все, вам отправят письмо с подтверждением того, что ваша защита в Ирландии закрыта. Все, вы обрубили все концы с Ирландией и можете теперь ехать, да, на все 4 стороны, куда вы хотите. То же самое в онлайне, вы можете уже податься и даже уехать, да, вам потом придет так же самое письмо, да, и там будет указан адрес, то есть обязательно точно укажите адрес, чтобы ваше письмо дошло куда нужно, то есть вам напишут адрес, куда нужно отправить письмо. Влаживаете свой желтый лист и отправляете. Лучше, не знаю, там какой-то курьерской, то есть безопасной какой-то, знаете, доставочкой, потому что, не дай боже, он потеряется, да, потом проблем, вы как будете доказывать, что вы его отправили, а вам скажут, мы ничего не получали, а он у вас на руках, и понимаете, да, то есть получается такая чехарда, такой парадокс возможен, конечно, потому что все бывает в нашей жизни, так что лучше себя обезопасьте и отправьте его все-таки какой-то курьерской доставкой, да. Следующий момент, да, немаловажный внизу, это если вы получаете какие-то социальные выплаты, да, какие-то пособия, бенефиты от Ирландии, да, то, конечно, придите, когда вы уже будете знать, что вы хотите от защиты, да, отказаться, когда вы там напишите, например, заявление, либо перед этим, да, если вы знаете, что вы все уже уезжаете, там, не знаю, там, с городка по дороге в Сити-Вест, пишите заявление и дальше уже покидаете страну. Значит, до этого возьмите, придите в Интрео и скажите, что вы там покидаете ваши, да, апартменты, то есть ваш дом, ваш, там, не знаю, ARP, да, обязательно лендлорда возьмите заранее, предупредите, чтобы, знаете, его не подставить, человек вас пустил к себе домой, да, обязательно его предупредите. И обратно же Интрео, чтобы они заморозили, отменили ваши выплаты, да, чтобы вам ничего не начислялись, чтобы вы ничего не были должны, да, этой прекрасной, чудесной стране, которая нас так добродушно приняла. В принципе, это все. Заходите на мой телеграм-канал, там будет вот этот вот, да, скрин, да, там будут ссылочки, то есть там будет дополнительно, там я еще укажу, там уже люди скидывали, да, адреса,
именно куда нужно отправлять. Ну, это просто я напишу, да, на всякий случай, может там адрес поменялся, куда именно желтый лист отправлять нужно. То есть там тоже есть, получается, два адреса. На обратно это там в City West можно отправить, я так понял, и в Корк, но там именно чуть-чуть адреса отличаются. То есть там вы понимаете, контора одна, да, может быть, подразделение другое, и у них уже там AR-код другой. Я просто прикреплю его, чтобы вы понимали. То есть вот такие вот, таким вот легким способом вы можете отказаться от временной защиты в Ирландии. То есть ничего сложного здесь нет. Главное, хорошо это обдумайте, подумайте, потому что, как я понимаю, в будущем, вы же понимаете, Ирландия не входит в Шенген, и как только она отменит безвиз для украинцев, то украинцы не смогут приезжать и получать даже ту же защиту. То есть парадокс в том, что Ирландия отменила визы, да, украинцам, и тем самым мы могли приехать сюда и запросить защиту. То есть по-другому никак. То есть даже в ту же Америку, чтобы попасть, да, по программе там U4U, там нужен тебе кто? Правильно, человек, который за тебя ручается, то есть спонсор. И туда сложнее, нужно найти спонсора, приехать. То есть там реально сложнее туда даже попасть. А в Ирландию, пожалуйста, прилетай, залетай, заходи. Ты можешь как турист ходить 90 дней, да, по безвизу, без проблем. Ты можешь там 2 месяца просто погулять, пожить, там, не знаю, у родственников, у знакомых, посмотреть на страну, возможно, поискать работу, да, а потом только пойти и запросить защиту. В принципе, мы так и сделали. Мы когда приехали, мы защиту сразу не получили, желтые листы, мы просто сразу поехали. Ну, у нас тут были, да, свои нюансы, все свои моменты. Мы обустроились, сняли жилье сразу, нашли работу, и только через 1,5 месяца мы поехали. Тогда еще выдавали желтые листы не в Сити Весте мы получали, а аэропорт чуть дальше аэропорта, да. Там было такое здание, и там мы получали свои желтые листы. То есть в этом проблем нету. Ну, конечно же, подумайте дважды, готовы ли вы отказаться от защиты такой прекрасной страны, да, потому что потом, возможно, второго шанса вам вернуться сюда и повторно вам могут не даст, просто не дадут вам, да, эту защиту. То есть подумайте обратно же дважды. Вот такая вот информация. Надеюсь, она была вам полезна. Если есть какие-либо вопросы, задавайте их либо мне в Телеграм-канале, либо в моем Инстаграме. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Всегда на связи.